Я не снимала видео все это время. Hello, I'm Humid Peach. Здравствуйте, я Humid Peach, я художница. Если вам это интересно, то вы можете подписаться на мой инстаграм, потому что там больше моих работ. В целом, сегодня видео будет о моих не покупках, потому что это подарки. Как я и говорила в других видео, в основном все материалы я не покупаю самостоятельно, мне присылают их бренды. Но также, которые материалы я не могу получить по какой-то бесплатной штуке, а я покупаю сама. Бренд Royal Tennis прислал к моему дню рождения, к Новому году подарочки. И сейчас я покажу их. Бум! Tennis достаточно крупный бренд, я не буду никакую пока историю рассказывать, возможно, сделаю какое-то отдельное видео, потому что они в последнее время задаривают меня всякими подарочками, и мне очень приятно. Вот так вот. Короче, первое, то, что я получила, это была акварель от Rembrandt. У меня уже есть она, так, это другой тюбик. У меня уже есть от них акварель, я пару цветов от них пробовала, в целом акварелью довольна. Вот, и сейчас они мне прислали мои любимые розовые цвета, и также они прислали новые оттенки, которые у них появились, если не ошибаюсь, это вроде новые. Это блестящие оттенки, то есть это переливающиеся, как, не знаю, дополнительный материал для акварелистов, которые любят блесточки. Так как на каждый продукт будет отдельное видео, поэтому я не стала особо рассуждать, а просто покажу вам материалы, которые получила. Приступим к самому моему любимому. На самом деле нет, я не люблю рисовать в скетчбуках, потому что это почему-то всегда оставляет какое-то ощущение, что я недостаточно много работала или рисовала, потому что когда ты рисуешь в скетчбуке, это хранится в одном месте, и ты пока не начнешь листать скетчбук, ты не поймешь, много ты работ сделал или мало. Вот, поэтому обычно я рисую на отдельных листках, я их подготавливаю, обычно рисую акварелью, конечно же, и это всегда отдельные листы, которые я нарезаю самостоятельно. Я рисую на отдельных листочках, мне как-то заметно, что вот такая вот у меня стопочка накопилась, о, это я столько много нарисовала, и мне как-то сразу приятно в душе думать то, что я много работала. Вот, а когда это скетчбуки, я не понимаю, у меня складывается ощущение, что я ничего не рисовала, потом я открываю скетчбук и, ну, понимаю, да, я немного рисовала, но этого не ощущается, понимаете? Не знаю, возможно, у меня одно такие какие-то бзики и такие ощущения насчет скетчбуков. Но в целом я в скетчбуках, если честно, не очень часто рисую. Это вот в последнее время в путешествиях стала рисовать, и мне прислали несколько скетчбуков. И, кстати, тот популярный маленький скетчбук Royal Tennis от Art Creation или Art Creation от Royal Tennis, не знаю. Короче, я уже изрисовываю второй, на него будет скоро обзор, возможно, не знаю когда. На самом деле, как вы видите, он уже почти изрисован, осталось буквально несколько листов. Тут я рисовала, опять же, разными материалами, но не акварелью. Вот. И мне пришла большая версия такого же скетчбука. Нет, это не Art Creation, это уже Sakura. Скоро будет обзор на другой скетчбук. Короче, сейчас у меня реально много скетчбуков. Короче, это вот такой огромный скетчбук А4. Блин, я думаю, все, я буду думать, что я не работаю, потому что буду рисовать, если только в нем, то такие ощущения у меня и будут складываться. Короче, в нем я уже начала рисовать. Первый скетч я сделала вчера ночью. Тяжелый скетчбук. Вот такая приятная очень бумага, она немного желтоватая, я все еще чувствую боль. У нее незаметная текстура, но в целом, когда ты рисуешь карандашом, она, конечно, можно размазать карандаш, но это делается не так уж и легко, потому что, например, тут у меня достаточно мягкий карандаш используется, но если я сделаю так, то, по сути, ну, чуть-чуть видно размазывание, но не так сильно, потому что я знаю, что есть бумага, на которой карандаш, например, очень сильно размазывается, там прям можно вот такой сделать, не знаю, мазок пальца. Бумага мне нравится в этих скетчбуках, они не очень дорогие, там, например, вот этот скетчбук может стоить 280 рублей по скидке, вот тут скидочка дополнительная в красном карандаше, если захотите купить такой же. Вот, в целом, они почти одинаковые от Art Creation и Sakura, но есть различия в бумаге, вот, а так, ну, все скетчбуки различаются, только бумага, нет. В них я рисую обычно простым карандашом, сейчас добавилась масляная пастель, и также называется карандаш угольный, угольными карандашами. Вот, мне очень нравится то, что типа они такие черные и насыщенные. Вот, а еще, кстати, да, цветными карандашами. Мне это очень нравится, акварелью я в них почти не рисую, потому что, во-первых, это, понятное дело, бумага не супер предназначена для акварели, потому что у нее плотность там 140 грамм, если не ошибаюсь, а я рисую на бумаге акварельной, она обычно от 300 грамм, поэтому, я думаю, понятна разница, что в любом случае бумага для акварели прям такой сильной, плотной и водянистой, она не подходит, потому что она просто будет съеживаться.
Вот такой скетчбук от Sakura, мне очень нравится, я уже делала в нем рисуночки. Ну и в целом у меня была мини-версия такого же скетчбука с той же бумагой, я его уже закончила, и скоро будет на него обзор. На канале, кстати, уже есть видео с мини-версией этого же скетчбука, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть, как я листаю скетчбук, ну и в целом мои работы. Скоро будет более подробное видео про похожий скетчбук. Продолжим. Следующее это акварель. Я, как видите, не распаковывала, потому что подумала, нужно же показать это все на камеру. Короче, это акварель Рембрандт. Тут получается в тюбиках и в наборе. Очень интересно. Отдельным кадром покажу все поближе. Пью. Следующее это карандаши. Вы знаете, что сейчас у меня, ну, если вы следите за мной везде, то вы знаете, что сейчас у меня появились работы карандашами, и в целом я скупила разные бренды и попросила на обзоры у других брендов карандаши. Вот. Royal Tales мне прислали вот такие, я думаю, они бюджетные, потому что бренд Zil Holland, это вроде не очень дорогая марка, вот. Тут, короче, очень много цветов, 36 цветов, я уже пробовала ими рисовать, и почему-то у меня были ощущения при первом рисовании, как от карандашей карандаш. Я не знаю, как они правильно называются, вот тут я логотип сделал, карандаш. Короче, почему-то у меня сложились очень похожие чувства, вот именно в процессе рисования, не только, ну, то есть тут есть еще такой момент, что упаковка немного похожа, но, блин, у всех карандашей попки, и почти все карандаши деревянные, да. Вот, но в целом, вот именно по ощущениям в рисовании, мне почему-то они напомнили очень дорогие карандаши карандаш. Очень название, странное название для карандаш. Отдельно на все материалы, конечно же, у меня будут обзоры, не обзоры, возможно, буду просто рисовать этими материалами, потому что вы знаете, что, ну, я не супер делаю информативные обзоры, потому что я, во-первых, никогда почему-то не стремилась это делать, не знаю почему, но вот сейчас, на данный момент, мне интересно посмотреть какие-то характеристики, а не просто сказать какое-то первое впечатление. Это, что же это? Soft Pastels, тоже не очень дорогая, от Art Creation. Royal Tales мне их прислали, потому что я попросила что-то бюджетное достаточно, чтобы сравнить, вот, так что скоро ждите обзоры на разные материалы, не только... Вообще, у меня нет обзоров вроде, нет? Короче, у меня скромные обзоры, надеюсь, у меня будут в будущем лучшие обзоры. Вот, в целом, надеюсь на ваши комментарии, потому что мне очень интересно. Давайте я открою. Достаточно много цветов. Очень люблю голубые. Обожаю просто. Обожаю. Короче, как всегда, хвастаюсь просто своими покупками. Это Water Soluble Oil Pastels. Это, короче, масляная пастель, которая размывается водой, по сути. Вот, это очень интересно, но в целом мне масляная пастель интересует именно своей масляной текстурой, потому что, по сути, что такое масляная пастель? Это, грубо говоря, альтернатива масляным краскам, просто сделана более в удобной форме. Я знаю, что вроде у сомелье есть прям, типа, масляные мелки, то есть, типа, реально прям масло в мелках. Вот, а масляная пастель это вроде немножко что-то рядом, знаете, около того. Короче, я все это уже хочу попробовать и надеюсь, скоро это сделаю. Кстати, очень легкая. На самом деле я покупала уже дорогие масляные мелки и сухие мелки. И если честно, почему-то у дорогих брендов коробки максимально тяжелые. И это, кстати, не совсем хорошо и не совсем плохо, но когда ты в поездках, то, конечно, хочется немного чего-то полегче. А вот это максимально все легкое. И это можно использовать повторно. Ну, конечно, за исключением вот этой картонной коробки. Но в целом вот сам вот этот кейс, его можно использовать. Хотя, не знаю, пока не буду об этом говорить. О качестве скажем попозже. А следующее это Amsterdam Acryl. И это такой набор. Короче, я хочу им порисовать в скетчбуках. Вот, как раз таки в этом огромном скетчбуке я хочу попробовать делать акриловые работы. Как это получится, без понятия. Но, надеюсь, у меня будет неплохо получаться. Но в целом у меня сейчас нет кистей. Я поняла это. Огромный набор от Amsterdam. Тут, короче, достаточно нормальных размеров тюбики. Я еще не открывала, но открою сейчас специально для вас. Или не открою так быстро, как хотелось бы.
снимем это отдельно. Ой, как странно. В целом, это все мои подарочки от Royal Tennis на этот месяц. Может быть, я в следующем месяце тоже получу подарочек какой-нибудь. В общем-то, наверное, это все. Это все мои подарочки, которые я получила в этом месяце. И мне очень приятно получать подарки. Знаете что? Я знаю, почему я получаю подарки. И такие хорошие, и такие большие. И иногда я думаю, я заслужила это. Потому что, не знаю, короче, знаете, почему я думаю, что я заслужила это? Потому что я заслужила. Все, это весь ответ. Короче, мне очень приятно, что меня поддерживает достаточно крупный магазин и достаточно крупный бренд. Вот. Хочу напомнить, что большинство материалов я покупаю не самостоятельно, поэтому вы должны понимать, что такой образ богатой жизни, наверное, не знаю, это немного образ. Ну, типа, вы должны понимать, что просто показываю вам красивые картинки. Когда у меня было все плохо, я старалась просто не снимать видео и не показывать все, что находится вокруг. Вот, если вам интересно узнать больше обо мне, то можете смотреть предыдущие видеоролики, например, о том, как я зарабатываю, а точнее про монетизацию и всякую такую фигню, а также там про Дубай, если вам интересно. Все эти ролики есть на моем канале. И, наверное, еще в конце хотелось бы сказать всем спасибо, всем пока. Все. Извините, бля. Можете поставить дизлайки, можете ставить лайки, можете комментировать, а можете поставить 2 раза на колокольчик и смотреть мои видеоролики дальше. Мне будет приятно. Так что всем спасибо, всем пока. До свидания, ребятки. Бля.